Ганновер – это большой город в Германии, столица Нижней Саксонии. Наше знакомство с городом начинается с железнодорожного вокзала. К нему прилегает вокзальная площадь Эрнеста Августа I. Площадь была сделана в 1845 году при строительстве вокзала. В 1861 году с установкой памятника Эрнесту Августу I площадь приобрела свое современное имя. В 1960 году через площадь проходило 10 линий городского трамвая. Со строительством подземных линий их число уменьшилось. В 2017 году через площадь проходит всего 2 ветки наземного городского трамвая и 3 автобусных линии. Под площадью проходит пешеходный торговый променад Ники де Санта-Фане променады, ведущий от главного вокзала Ганновера до площади Крёпки. На площади также расположено несколько торговых центров Эрнест Август галерея, галерея Кауфхоф и другие. Ко всемирной выставке Экспо-2000, которая проходила в Ганновере, площадь была переоборудована в пешеходную зону, по которой разрешено движение трамваев и автобусов. Ежегодно площадь посещают около 200 тысяч людей. На ней часто проходят митинги. Часы со смешным названием «Крёпки» являются не только традиционным местом свиданий и встреч жителей Ганновера, но одной из достопримечательностей города. В витрине часов можно увидеть сообщения о событиях в городе. В 1873 году кафе выкупил Вильгельм Крёпке. На месте сегодняшних часов он собирался построить погодный столб. Позднее пришла идея создать часы, чем-то напоминающие Биг Бен в Лондоне. А сейчас мы видим здание старой ратуши, интереснейший архитектурный ансамбль старой части Ганновера. Вместе с расположенной рядом церковью Маркет-Кирхе, рыночной церковью, старая ратуша считается одним из самых южных известных произведений северогерманской кирпичной готики. Строительство старой ратуши длилось почти 100 лет. Самая древняя часть здания датируется 1420 годом. Архитектурная жемчужина старинного города была почти потеряна, так как в 844 году планировался снос всего строения ратуши. Предотвратить эту катастрофу удалось благодаря энергичным протестам горожан, который возглавлял известный архитектор Конрад Хосе. Он добился разрешения выполнить капитальный ремонт оставшихся павильонов и восстановить их архитектурный стиль в соответствии примерно с 1500 годом. Здание построено в неоготическом стиле. Сегодня здесь проходит акт гражданского состояния. На небольшой площади между самой ратушей и рыночным павильоном расположен фонтан Хосе, также известный как рыночный фонтан. Это новое современное здание – контора новой ратуши. Просто административное здание, которое построено через дорогу напротив старой ратуши. В 5 минутах ходьбы от этого бюро расположен дом Лависа. Он был построен архитектором и градостроителем Георгом Лависом в неоклассическом стиле для себя и своей семьи в период с 1822-24 года. Это здание почти не пострадало во время Второй мировой войны. В 1996 году здание приобрела Палата архитекторов Нижней Саксонии, которая в 1889 году разместила в нем свою штаб-квартиру, а затем и штаб-квартиру фонда Лависа. До этого здание было полностью отреставрировано. Напротив мы видим новую ратушу. Это резиденция городского управления Ганновера под руководством бургомистра. Это великолепное здание в Вильгельмском дворце, построено в эклектическом стиле в период с 901 по 913 год. Новая ратуша расположена в парке Маш-парк площадью 10 гектаров на южной окраине центра города. Инициатором этого проекта был Генрих Трамп, городской голова. По его задумке здание должно стать вершиной городского самовыражения. Вот и сегодня, 26 июня 2025 года, мы наблюдаем это самое гражданское самовыражение в качестве митинга. Это забастовка страховых компаний Ганновера. Главный митинг забастовки в Ганновере начался в 11 часов перед зданием банка «Альянс». Он санкционирован бургомистром. Шествие открывает машина полиции, шествие проходит по центральным улицам
старого города. После групповой прогулки по городу мероприятие завершается угощением бастующих в пивном саду в отель Роу Биргартен. Перед нами церковь святого Адыгея. Это самая восточная из 3 церквей старого города. Она названа в честь святого Адыгея и расположена недалеко от площади Эдегель-Торплац. В 1943 году церковь была разрушена бомбежками во время авианалетов. Церковь не была восстановлена. Ее руины теперь служат памятником жертвам войны и насилия. Ее история исчисляется XI веком. Уже в 1163 году здесь была старая часовня, которая была заменена романской церковью. В 1347 году была построена сохранившаяся до наших дней трехнефовая готическая зальная церковь с хорами и внефом из песчаника из лищего дайстера. Башне был придан фасад в стиле барокко, спроектированный Зюддертом Вика между 1703 и 11 годах. Сегодня в церкви находится скульптура из ракушечника Демур культа Лемона. На внешних стенах можно полюбоваться многочисленными надгробиями в стиле барокко 17-18 веков с обязательными ангелами, песочными часами и черепами. На южной стороне очень красивая фреска для Сусанны Малирии Ольдеркоп, ребенка, умершего в 1648 году. На ней изображен ангел рядом с девочкой. А это улица Зайвильдерштрассе. На ней расположены сразу несколько отелей. Центральный отель, отель Глория. Это там, где я провела ночь. И вообще в старом центре города очень много кафе, ресторанов, отелей. Создается впечатление курортного города. Хотя, как я уже говорила, это деловая столица одной из крупнейших земель. Это пешеходная зона на улице Георгштрасс. На ее пересечении Шиллерштрассе расположен памятник архитектуры поэту Фридриху Шиллеру. Его история восходит к временам королевства Ганновер. Заказ на создание этого памятника получил в свое время самый запрашиваемый скульптор Ганновера Вильгельм Энгельхарт. Статуя была отлита и установлена на бронзовый постамент к годовщине смерти Шиллера 9 мая 1863 года. Мы направляемся к площади Амштадт-Тор. В 1948 году здесь было построено коммерческое здание «Новый Штадт-Тор» по проекту Гольфрида Бёме. Это крупнейшее коммерческое здание. Его материалы, устремленность в небо и детали дизайна напоминают соседнее здание Анцайгер. Анцайгер – это еще один из выдающихся памятников архитектуры. Анцайгер башня. В ней на самом видном месте, практически под крышами Ганновера, расположен кинотеатр. Он был построен в 1928 году Фридрихом Хёрце. Кинотеатр всегда был центром разнообразной культурной деятельности, а недавно стал визитной карточкой нового медиацентра. Благодаря своему 12-метровому зеленому куполу, под которым располагается кинотеатр, это здание стало известно своей достопримечательностью. Улица, которая расположена совсем недалеко, Райнвальдштрассе, говорит об интенсивности ее посещения. Чистоплотные немцы даже мусор не успевают убрать. По этому адресу в доме 5Б расположен Эраскернер, бордель в квартале красных фонарей Ганновера. Там же рядом стриптиз-клуб Табле-Данс, где вас ждут сексуальные дамы и девушки. Напротив секс-кино. Кройцкирхе, одно из старейших зданий в городе, представляет собой выдающийся образец готической архитектуры. Эта церковь была освящена в 1333 году как церковь Святого Духа и Распятия. На протяжении веков церковь подвергалась многочисленным перестройкам и расширениям. В 1496-97 годах в северной стороне нефа была пристроена капелла Святой Анны, в которой и сегодня сохранились некоторые исторические элементы, например, камень с гербом Ганновера. В XVII веке к южной стороне хора была пристроена великолепная погребальная капелла Иоганна Дюве. В
В Кройцкирхе хранятся важные произведения искусств. Особенное внимание заслуживает алтарный образ Лукскаса Кранхера-старшего. Также есть бронзовая кристальная купель XV века. Это еще одна изюминка интерьера. Здесь очень хорошая акустика. В 2011 году здесь был реставрирован орган. В церкви проходят концерты как классической органной музыки, так и современной. Это здание в стиле фахверка было построено в 1646 году. Фахверк – это старинный европейский стиль строительства домов, суть которого в том, что каркас составляют балки, расположенные вертикально и горизонтально и по диагонали, а пространство между ними заполняется раствором, кирпичом и прочими материалами. В 1972 году здание было реставрировано. Перед нами старейшая приходская церковь в старом городе. Благодаря своей 97-метровой церковной башне рыночная церковь Ганновера стала одним из впечатляющих зданий города. Она является евангелистско-лютеранской церковью святых Георгия и Иакова. Церковная башня – одна из достопримечательностей Ганновера. Это проповедническая церковь регионального епископа Евангелической лютеранской региональной церкви Ганновера и городского суперинтенданта Ганноверского городского центрального объединения, которое занимает первое папское место. На данный момент церковь действующая, она открыта для всех. В середине она достаточно аскетична, как и большинство церквей Германии. Рыночная церковь и рыночная площадь особенно популярны в рождественские сезоны. Также город представлен как большой торговый центр, маленькие и большие магазины, специализированные общества назначения, продовольственные и промышленные. Выбирай на любой вкус, были бы деньги. Магазин свадебной одежды рядом с секс-шопом. Прекрасное сочетание. Главное, и там скидки. Магазин музыкальных инструментов поражает своим богатством ассортимента. И, конечно, фонтаны. Они очень ненавязчивые, интересные и необычные. Проходя мимо них, просто хочется присесть и отдохнуть. Ганновер, как и все большие города современной Германии, смог совместить в себе блеск и нищету. Здесь можно встретить людей, которые могут позволить себе ночь в готеле за 5000 евро и которые могут позволить себе ночь только под деревом. Немцы очень практичные люди. У них все предусмотрено до мелочей. Если ты путешествуешь, то используешь автомобиль, тогда как же без парковки? Очень много отелей имеют свои парковки, которые входят в стоимость номера. В центре Ганновера есть также множество общественных парковок и парковочных мест для вашего автомобиля. Стоимость первого часа варьируется от 2 до 3,5 евро. Одна из таких парковок расположена на улице Астенштрассе в районе Митты. Парковка является памятником архитектуры. Она была построена в 1974 году в стиле брутализма. Пятиэтажный паркинг с цокольным этажом рассчитан на 492 парковочных места. Он был построен по проекту архитектора Хайнца Вильке с использованием железнобетонного каркаса. В подвале расположен боулинг, а также магазины и рестораны. Здание состоит из 2 частично пересекающихся блоков. Фасад образован многочисленными парковочными местами, расположенными под углом 60 градусов и выступающим подобно балконам. Вот и все, что мне удалось увидеть в Ганновере за 1,5 дня. Думаю, вам, дорогие путешественники, это будет интересно. Этот город однозначно стоит посетить и обязательно на более длительное время, чтобы насладиться его дыханием, его музыкой, его атмосферой.